6:47, 2 января. Я отправляюсь в свое очередное путешествие по городам России. На этот раз я лечу в Ульяновск. Время уже начало посадки, поэтому я проследую к зоне вылета. Ульяновска. По планам пройтись по центру города и добраться до Президентского моста. А ехал я сюда из-за того, чтобы увидеть вот этот прекрасный вид на мост через реку Волга, которая открывается с обзорной точки. Вот она, в принципе. Тут так безлюдно. Это президентский мост города Ульяновска. Длиной несколько километров, по-моему 4, если я не ошибаюсь. Построен через Волгу. Там вот вдалеке железнодорожный мост через Ульяновск. Точнее, ошибся, через Волгу. Там уже вверх по течению у нас Казань, Кама. Вот такой прекрасный вид здесь. Итак, добрался я до Казани. А здесь я, в принципе, не первый раз. Так что знаю, куда идти. Поэтому, приехав, я себе купил поесть. Я выдвинулся из своего хостела в сторону точки сбора на экскурсию в Йошкар-Олу, Республика Марий-Эл. Иду по центральной улице города. Она пустая. Ну, в принципе, оно и понятно, это уже утро. Почему я выбрал экскурсию? Потому что был печальный опыт, когда отменили мой автобус в Ульяновск. Так что в этот раз я решил не рисковать и сделал экскурсию. На улице погода нормальная. Единственное, я поспал плохо, но ничего, в автобусе, я думаю, отосплюсь. Я оказался в Йошкар-Оле, мой 51-й регион России. Вот. Погода здесь такая же, как и в Казани. Там вдалеке виднеется памятник первому воеводе города Йошкар-Олы. Шел до набережной. Вот он там вдалеке. Это у нас начало главной пешеходной улицы Йошкар-Олы, на которой вот располагается такая вот некая пародия на одну из башен Московского Кремля. Вот набережная, по мне напоминающая Амстердам, в кавычках. Подошел с другой стороны. Здесь, конечно, видно более четче. Вон я оттуда снимал. Ну что сказать. Выглядит, конечно, классно, но, как я уже говорил, на фоне
всего того, что стоит за пределами, выглядит, конечно, так себе. Итак, я добрался до Казани. Время сейчас 19:44, где-то так. Народу тут тьма тьмущая. Но это понятно, потому что 3 января, праздники. В планах у меня сейчас добраться до тех мест, до которых я не добрался в первый раз, когда ты был в этом прекрасном городе. И завалиться в хостел, спать. Дворец ЗАГСа стоит прекрасный, а там вдалеке Казанский Кремль. Такую прекрасную елку поставили около здания ЗАГСа в Казани. Я уже с другой стороны берега реки Казанки. Слева от меня стены Казанского Кремля, а я вот плавно продвигаюсь в сторону Дворца земледелия. Дворец земледелия. Вокруг, конечно, парк тоже очень прикольно выглядит. Очень много людей. День 3. 4 января. В планах у меня сегодня выдвинуться в Болгар. Это на юге Республики Татарстан. Вот я, собственно, и встал в такую рань. Сейчас на часах около без 15. Я выдвигаюсь плавно к месту экскурсии. Надеюсь, что я не замерзну сегодня, потому что я вместо привычной одежды, спортивных штанов и подштанников одел просто теплые штаны. Ну ничего, посмотрим сейчас. Зашел перекусить. Все это обошлось мне приблизительно 300 рублей. Выглядит очень аппетитно. Всем доброе утро. На часах 5:30. А я собрался. Наконец-таки. И я отправляюсь в Ижевск. До Ижевска, спустя 5 часов пути из Казани. На улице очень холодно. Погода ощущается как минус 24. Ну ничего, поезд у меня не скоро, поэтому я пойду смотреть город. Посмотрю, где тут можно отдохнуть, где поесть. Лицо буквально все немеет от холода. В эти несколько дней обещают лютые морозы, как раз когда я буду сегодня в Ижевске и следующие 2 дня в Перми. До центральной аллеи Ижевска народу тут в принципе много, а погода на улице не поменялась. Я зашел погреться, перекусил, но вообще ничего не поменялось, даже немного снег усилился. Сейчас я иду к набережной, а с набережной уже буду выдвигаться в сторону вокзала. А это там уже вдалеке администрация.
В принципе, я сейчас выдвигаю в сторону того памятника, чтобы пройтись по набережной. А там уже посмотрим. Скорее всего, пойду в сторону вокзала, потому что на улице очень холодно. Вот он, вид на набережную. А я, если честно, офигел, когда узнал, сколько вниз придется спускаться. Но ничего, времени еще много, так что путь. Вот я спустился вниз. На набережной практически нет людей. А снизу прикольный вид открывается на монумент Дружбы народов. Конечной точке этой набережной здесь памятник Дерябину, основателю Ижевского оружейного завода. А вон там я был, оттуда я снимал буквально час или полчаса назад. Поэтому обратно, потому что тот район я больше знаю, чем этот. Плюсом я начинаю немного замерзать, а именно мои ноги уже немного не в порядке. Почти 10. Настала пора уезжать из Ижевска. Я закупился по полной едой, продуктами. В поезде нужно будет выспаться, отоспаться, потому что завтра предстоит очень хороший насыщенный день. Я добрался до Перми. Время 6 утра по местному, 4 утра московское время. Очень холодно, стою, жду такси. Руки просто охреневают. Вот только посмотрите, какая красота, на сколько километров вдали. Сел телефон в самом разгар прогулки по каменному городу. Это меня очень разозлило. Плюсом у меня кончается пауэрбанк, поэтому по прибытии в отель нужно будет его зарядить. Я в отеле перекусил, сходил в душ, разобрал вещи. Время ложиться спать. Всем доброе утро. Я проснулся в 10 часов по местному времени. Было холодно, но я выспался. Они принесли завтрак. Сейчас в планах покушать, собрать вещи и отправиться в Кунгурскую пещеру. Переходил дорогу и решил, что сначала будет все-таки добраться до прогуляться по Перми, а потом уже поехать в Кунгур. Потому что я так больше сил сохраню. Вот я сейчас в центре города, на центральной площади, вон там виднеется драмтеатр. А вот тут у нас 3 флага. Я так понимаю, помимо флага Российской Федерации еще флаг Пермского края и самого города Перми. На набережной относительно пусто. Народу практически нету. Сейчас посмотрел погоду. Это кошмар. Минус 28 ощущается как минус 33. Поэтому долго снимать особо не буду, ибо телефон отрубится. Как вчера в каменном городе. Прикиньте, закрыто. Это придется только сейчас сверху обходить и туда обратно возвращаться. Ну что, тут железная дорога, а снизу тут вообще
вообще без вариантов. Обойдя эту злосчастную стройку, сейчас надо сфоткаться и потом обратно ехать в сторону вокзала. Тут очень ветрено. Сел я в поезд, собственно говоря. Выдвигаюсь в сторону Кунгура. Пешком я добрался от станции. Это он где-то вот оттуда прошел, перешел через реку по мосту. И тут через эти частные кварталы. Очень холодно на улице. Билет обошелся 1200 рублей. Жду экскурсию и вперед. Вот он. Пешком идти не стал, как туда шел, поэтому сижу, жду поезда. Сейчас иду погреюсь, может что-нибудь съем. В Перми все так же холодно. Я иду греться, а вокзал и ждать поезда в Киров. Вот он, пришел мой поезд, ждал я особо недолго. Сейчас дойду до вагона и уже спать лягу. Я очень сильно устал. Увидимся завтра в Кирове. Всем доброе утро. Время без 15:07 по московскому времени. Я в Кирове. Погода тут ничем не лучше. Также холодно. Дошел до центральной площади Кирова, в правительство, университет. Там вдалеке драмтеатр, елка. Там еще один корпус университета. А на улице очень холодно, прям вообще жесть. Все, моя точка назначения, конечно, город Сыктывкар. Я здесь ехал на очень ужасном автобусе. Жалкое подобие вот этого, я даже не знаю, как это назвать. 6 часов. Водителю отдельный респект за то, что он не включал отопление. Ой, не отопление, прошу прощения, а печку. Ехал все эти 6 часов, просто морозился. Сейчас выдвигаюсь в сторону отеля. Не замерзнуть бы мне, конечно. Перед заселением в отель решил пройтись по парку. Вот он там остался внизу. На улице холодно. Я иду в отель греться и спать. А завтра у меня рейс в Москву. Ну все, я в отеле. Разобрал вещи. Поставил сушить. Да, у меня тут 3 кровати, так уж вышло, что забронировал. Сейчас нужно сходить в душ и лечь спать, потому что завтра мне нужно вставать очень рано и лететь в Москву. Ну вот я проснулся, максимально укутался, максимально все на себя надел. На улице минус 38. Ой, тут сижу на дорожку, собрал вещи, сейчас иду в аэропорт. Радует только то, что в Москве теплее. Вот и все, я в самолете. Прилетел я в Москву. Здесь намного теплее, уже минус 18, а не минус 38. Иду в сторону автобуса. Вот он как раз приезжает.
Итак, думаю, пришло время подвести итоги моего мини-путешествия. Я побывал в 6 регионах России: Ульяновская область, Республика Марий-Эл, Республика Удмуртия, Пермский край, Республика Коми и Кировская область. Преодолел я около 5000 километров на разном виде транспорта. Побывал в 3-часовых поясах. А для себя, ну что для себя я понял. Термос надо с собой брать. В принципе, на этом можно и закончить. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Буду рад видеть вас на моем канале.